Приветствую, друзья мои, вас на моем канале, и сразу призываю подписаться на мой телеграм, если у вас еще работает YouTube, но в любой момент это может как-то поменяться, и поэтому давайте не теряться, подписывайтесь на телеграм, ссылочка будет в описании. А мы пока подкрепляемся, завтракаем с сырничками, с ягодами и отправляемся гулять. У нас сегодня два очень классных места, про которые мне не терпится вам рассказать. Сегодня мы с вами гуляем в Лопухинском саду и на Каменном острове. Я, как всегда, стараюсь показывать вам самые неочевидные места в Петербурге, но самые мои любимые. И вот этот сад, он, безусловно, к таким относится. Он расположен на Аптекарском острове, вдалеке от шумного центра, и здесь всегда очень тихо и уютно. Усадьба принадлежала нескольким хозяевам, но самыми знаменитыми из них были министр юстиции князь Лопухин, в честь которого назван сад, и затем купец Василий Громов, в честь кого назван вот этот замечательный особняк. Во времена владения князем Лопухиным этого участка, конечно, здесь был не такой особняк, совершенно другой, но известно, что князь разбил здесь обширный парк, в котором даже жили олени. Второй же знаменитый хозяин этого участка, купец Громов, в 1850 году здесь выстроил свой двухэтажный деревянный дом, который и как раз сохранился, если можно так сказать, до сих пор. Здесь была богатая картинная галерея, выступали артисты Мариинского театра и даже жили малоимущие студенты консерватории. То есть Громов, он был большой меценат и любитель искусства. Здесь проводились большие, шумные, красивые праздники. Здесь была шикарная оранжерея, которая, к сожалению, до этих пор не сохранилась. После смерти Громова здесь больше не было таких пышных гуляний, и вообще сад пришел в некоторую запущенность, но гроты, беседки, решетки, висящие мостики сохранились и напоминали о размахе строительства. Кстати, раньше перед самой дачей располагался такой очень высокий фонтан, вот ровно на этом месте, который я сейчас показываю. Там были статуи. Сейчас, конечно, этого ничего не осталось. А это вы видите фото 1930-х годов. На открытой верандочке сидит женщина. Сейчас я вам покажу, как выглядит эта веранда сейчас. Недавно здание с внешней стороны восстановили. Изнутри там, к сожалению, ситуация плачевная пока что. Вот так вот выглядела усадьба во времена ее рассвета. Ну, а вот это вот уже более позднее время. После революции судьба сада не сильно изменилась, разве что изменилось название. Теперь он назывался сад имени Дзержинского, и здесь ему уже был установлен памятник. Немного по-другому были организованы дорожки. Вот, например, вот это современное фото с той же точки. Здесь открыли летний клуб с рестораном и лодочной станцией. В 1940 году в доме Громова разместился Ленинградский телецентр, первый центр телевещания в стране. Потом здесь был дом пионеров и школьников. Только в 50-м году был нанесен саду первый чувствительный такой урон, и во время реконструкции очередной было решено не реставрировать ветхие сооружения, а просто разобрать. Так были утрачены многие павильоны, гроты и мосты. До наших дней сохранились только деревянный особняк, чугунная решетка да система озер. Еще буквально недавно, 10 лет назад, здание выглядело вот примерно вот так плачевно с внешней стороны, хотя внутри выглядело вполне прилично. Там проводились мастер-классы, концерты, лекции, художественные выставки. Но потом здание признали аварийным и начали его реконструкцию внутри. Но, к сожалению, сейчас такое ощущение, что там ничего не происходит, и судьба самого здания до сих пор неизвестна. Я, конечно же, мечтаю, чтобы здание восстановили и открыли
какое-то достойное заведение там, чтобы люди могли посещать и прикасаться к старине. Ну и напоследок расскажу малоизвестный факт об этих местах. Буквально сразу же после основания города в 1705 году шведы на Каменном острове расположили 4 свои батареи и хотели себе вернуть недавно утраченные Невские земли. И наши расположились как раз на набережной Малой Невки, вот именно на территории современного Лопухинского сада. Там был немалый бой со шведами, но шведы отступили, и больше так близко к Петербургу ни один враг не приближался. Вот так вот. Ну а сейчас мы прощаемся с Лопухинским садом, переходим по Каменноостровскому мосту на Каменный остров. Это один из самых красивых островов города. Здесь почти нет машин, зато есть красивый тенистый парк, множество старинных домов с богатой историей и необычной архитектурой. Первое примечательное здание – это дача принца Ольденбургского. Она была в запустении еще совсем недавно, но сейчас за нее взялись и делают из нее 5-звездочную гостиницу. И мы спустились к пристани с египетскими сфинксами. Им через пару лет будет уже 200 лет. Эти скульптуры были изготовлены как пробные для египетского моста. Потом их где-то бросили во дворе обычного дома, а в 1971-м нашли и украсили ими пристань на набережной Малой Невки. А это дача великого русского ученого Владимира Бехтерева. Здание построено в 1914 году по его же эскизам. А представляете, теперь это многоквартирный жилой дом. Ну, не такой уж и многоквартирный, очень даже малоквартирный. А это дача Апраксиных. А этот сказочный деревянный замок – это дом княгини Кугушевой. К сожалению, не знаю, как правильно ударение. Это здание конца XIX века, дом в стиле модерн. Он очень выделяется на фоне даже остальных всех особняков. В советское время даже такое здание умудрились заселить коммунальными квартирами. В 70-х коммуналки расселили, сделали капремонт и туда заселили художественную школу, которая тут действует и по сей день. Одним из самых знаковых зданий Каменного острова является Каменноостровский дворец. Это непосредственно загородная императорская резиденция времен Екатерины II. Вот сейчас я вам показываю на фотографиях. Поскольку туда внутрь не пробраться, мы туда даже не пошли. Сейчас там находится Академия талантов. В советское время там был военный госпиталь и чего там только не было. Если сейчас Каменный остров практически находится территориально в центре города, то раньше это была загородная территория, и здесь все хотели себе дачу, чтобы быть поближе к императору. Поэтому всякие дворяне, купцы и прочие обеспеченные люди стремились здесь себе заполучить дачу. Ярким примером так называемого нового стиля является дача Гаусвальд, появившаяся здесь в конце XIX века. Ее владельцами была супружеская пара Гаусвальд. Они были не дворяне, они были булочниками, если можно так сказать. И смелые черты модерна воплотились в ломаных линиях и асимметричных формах. Очень необычное здание. И именно эта форма здания привлекла создателей фильма про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Здесь именно жила Ирен Адлер. А
А это дом Фолленвейдера, это портной, его особняк, один из представителей стиля арт-нуво на Каменном острове. В народе называют этот дом теремком или сахарной головой из-за необычных архитектурных форм. Особняк был построен в начале прошлого века, и его тоже очень любят кинорежиссеры. Больше 10 лет здесь находилось консульство Дании, но потом дипломаты оттуда съехали. Вообще Каменный остров, конечно, прекрасен. Это как дачи прямо в центре города. Здесь можно кататься на сапах, дышать свежим воздухом, отдыхать. Но одна из проблем Каменного острова — это большие заборы, большое количество заборов. Я понимаю, что до сих пор здесь много недвижимости владеется обеспеченными людьми, и им нужно отгораживаться по российской традиции, вот иногда даже 2 заборами. Но вот что есть, то есть. А эта кованая решетка с драконами охраняет еще один особняк графини Клейн-Михель. К сожалению, тоже не знаю, как правильно ударение. Архитектором этого особняка был Штекеншнейдер знаменитый. К сожалению, здание почти что никак не рассмотреть за высочайшими деревьями. Но если отойти подальше к Каменноостровскому театру, к которому мы практически уже приблизились, то можно рассмотреть чуть-чуть поподробнее. Каменный остров в некотором роде это город в городе, и здесь есть не только дома и дворцы, но и собственный театр, причем деревянный, единственный объект деревянного зодчества эпохи классицизма, который сохранился до сих пор. Представляете, вот здесь вот император поселился на острове, и ему нужен был собственный театр, чтобы далеко не ездить. Театр до сих пор действующий. Сейчас там находится 2-я сцена БДТ. И я даже ходила на спектакль и даже делала обзор внутри этого театра на своем Первом канале. Ссылочку я оставлю в описании или где-нибудь прикреплю. Конечно же, я вам показала не все. На этом острове есть потрясающая небольшая церковь, которая находится ближе к Черной речке. Я вам туда очень рекомендую зайти. Там очень уютно, атмосферно. Ну и спасибо, что вы досмотрели видео до конца. Давайте будем прощаться. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, чтобы не потеряться. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Мой простуженный сердце.